мы сегодня снова гуляем с вами по крепости. На этот раз крепости на острове Крит в городе Ритимно. Какого-то особенного названия у нее нет. Греки, а до них по сути венецианцы и турки, не особо заморачивались с названиями и называли крепости простым и понятным словом – крепость. То есть в данном случае фортеца. Мало что изменилось с тех пор, потому что по-английски крепость звучит как fortress. Кроме, конечно, самого назначения. Теперь здесь проводятся исторические выставки, фестивали рисунков, на открытых площадках сделаны амфитеатры для молодежных действий, а акустика старой мечети так изумительно подходит для песенных конкурсов. Однако, когда-то здесь разворачивалась самая настоящая историческая драма, и фортеца еще сохранила воспоминания о том, что была самым настоящим трагическим плацдармом для этой драмы. Когда-то на этом холме стояли храм Аполлона и святилище Артемиды, но в XVI веке венецианцы начали сооружать крепость, чтобы защититься от набегов турок и от пиратских рейдов с моря. Венецианцы подошли к этому вопросу весьма серьезно и строили укрепления по специальным военно-инженерным чертежам. Поэтому у крепости в наличии и бастионы, и специальные амбразуры для стрельбы, и достаточно внушительная толщина стен – около 2 метров. У каждого бастиона находилась отдельная часовня, посвященная какому-либо христианскому святому – Николаю, Феодору, Луке. Бастионы крепости получили такие же названия. Кроме всего прочего, крепость несла еще и административную нагрузку. В ней размещался губернатор, его администрация и гарнизон. В 1646 году турки напали на город Ритимно. На Крите в это время бушевала 5-я Венециано-турецкая война. Захватить крепость им так и не удалось, но ее пришлось сдать, когда в городе начался голод. И вот по этому потайному ходу оставшиеся в живых защитники города покидали крепость. Удивительно, но выход из этого потайного хода находится рядом с моим отелем. И узнала я эту историю от Джорджа, нашего гостеприимного ательера, потому что ни в одном историческом источнике информации об этом потайном ходе попросту нет. Удивительно с этой высоты выглядит сам город. Легкий шторм, заставляющий море морщиться и волноваться, яркое солнце, которое когда-то так мешало вглядываться в эти буруны, чтобы заранее увидеть пиратский корабль, и где-то внизу совсем беззаботные и совсем маленькие машины и люди, такие несоизмеримые по своему масштабу с размахом этого исторического памятника.